Okay, so good evening again, everybody. Добрый вечер еще раз всем. So last week we met the Buddha as he traveled through North India 2,500 years ago. Неделю назад мы встретились с Буддой во время путешествий в Индии, когда он бродил в Индии 2500 лет назад. And we looked at a teaching that's come down to us in the first two verses of the Dhammapada, collection of sayings of the Buddha. И мы рассматривали учение, которое является первыми стихами, первыми двумя стихами Dharmapadi. So there's another verse in the Dhammapada, another very well-known teaching of the Buddha that sums up the whole path in just 4 lines. И есть еще одна стиха в Dhammapada, очень известный, которая сделает короткое резюме Dharma целым, 4 линии. So the verse goes, cease to do evil, Не делать зла, cultivate the good, культивировать благо, purify the mind. очищать This is the teaching of the Buddha. вот наставление Будды. So there's a story connected with this verse that you may have come across, you may have met. Да, есть история, связанная с стихами, которые, может быть, вы уже слышали, может, нет. So this story tells how one of the great teachers who brought Buddhism to China was invited to meet the emperor. История говорит о один из великих учителей, который стал преподавать буддизм, который взял с собой буддизм, скажем, из Индии в Китаю. So the emperor was a very cultivated man, very refined man, interested in philosophy, and he was looking forward to a profound discussion, maybe around emptiness, the nature of mind, and so on. И этот великий учитель встретился с императором, и император, он как-то развитый человек, он интересовался философией, он, может быть, хотел приятные, глубокие обсуждения, может быть, обсуждать такие темы, как пустота, природу, ума и так далее. So the emperor asked one of those big questions that invites a big answer. He asked the teacher to explain the fundamental teachings of Buddhism. И император, он спросил такой великий вопрос, который требует великий ответ. Он спросил, что это такое за фундаменты учения буддизма. And the teacher just recited this verse. Cease to do evil, cultivate the good, purify the mind. This is the teaching of the Buddhas. И наш великий учитель просто сказал это стихотворение.
не делать зла, культивировать благо, очищать ум. Вот наставление Будды. So the emperor waited, and when it became clear that nothing else was coming, he said, "Is that all?" И император, он ждал. После некоторое время стало известным, что нет, ничего не будет. Потом он сказал, вот, это все. And the teacher said, "Yes, that's it, that's all." И учитель ответил, да, это все. And the emperor said, "But a child of 5 could understand that." Император, он сказал, ну, ребенок, которому 5 лет, он способен это понять. And the teacher replied, "Yes, but an old man of 85 still can't put it into practice." И учитель ответил, да, но старик, ему 85 лет, он все еще не способен это практиковать. So the Buddhist tradition has been likened to a great shout echoing down the centuries, a great shout calling us to wake up out of the sleep of ignorance and delusion. Буддийская традиция говорят, что это похоже на великий крик, который повторяется, как эхо, повторяется через веков, через десятилетия, через веков. Великий крик, который нам обращаться и нам скажет пробудиться от сны чего? Сны невидения и заблуждения. So the whole Buddhist tradition can be seen as saying the same thing over and over again in different ways, in different cultures and times, but always the same message, always the same intention. Буддийская традиция в целом можно видеть, можно считать, что эта традиция говорит одно и то же снова и снова и снова, разными способами, разными временами, в разной культуре, но послание всегда одна и та же. Calling us to wake up, trying to shake us out of our blind ignorance, out of our grasping and ill will. И это послание, чтобы разбудиться, что-то, которое трогает нам, чтобы перестать живот в состоянии слепое невидение, перестать схватить для все, перестать живот в состоянии ненависти. So just urging us to make the most of this precious human life, this precious opportunity. Традиции, учения, которые нам говорят, человеческая жизнь – это что-то драгоценное. У нас есть драгоценная возможность, и надо что-то сделать с этим. Urging us to come to know and see things as they really are. Традиция, которая нам скажет, как это важно знать и видеть вещи такими, как они есть на самом деле. So as a
young man, after my student days, I spent a bit over a year in India traveling around. Когда я был молодым человеком, после того, как я закончил быть студентом, я путешествовал в Индии. Через год я путешествовал в Индии. And on my travels, probably the first Tibetan Buddhist temple I came across was in Manali, in the foothills of the Himalayas. И, наверное, первый буддийский темпл, который я видел в городе, называется Манали, который находится в предгорье Гималаев. So the temple was a rather unimpressive rectangular building, made of big concrete breeze blocks, so obviously built quite cheaply. Да, темпл не очень значительный, как-то ректангл, и строили из блоков бриза, поэтому нет нет никаких богатства для строительства темпла. But in the entranceway to the temple was a painting of the Wheel of Life that covered a whole wall. The whole great big wall was just this great big, very colourful image of the Wheel of Life. Ну, в темпл, конечно, есть вход, и рядом с входом был стена, и там нарисовали очень большую картинку «Колесо жизни». Это как что-то замечательное. Это колесо жизни, которое там было на стене рядом с входом темпля. So yeah, I later found out there's nearly always a Wheel of Life in the entranceway to a Tibetan temple. Позже я узнал, что почти всегда в буддийском темплах, тибетском буддийских темплах есть такое колесо жизни, нарисованное рядом с входом. And this image of the Wheel of Life, itself, it's a sort of wake-up call and reminder as you enter the temple. Само по себе это колесо жизни, это как что-то, которое скажет человеку: разбудай, проснуться, пожалуйста, когда человек входит в темпл. So once you enter the temple, there's Buddhas, there's Bodhisattvas representing the whole path, the whole goal of the Buddhist life. И в темпле есть разные Будды, разные бодхисаттвы, которые как-то посредством образов передать буддийский путь. Would you like the picture of the Wheel of Life now? Yeah. Okay. So yes, first of all, there is this wake-up call Да, of this rather grim image. да. Поэтому есть первый это как-то это So образ. if you can all see the image, it's like a great disc held in the hands of a fierce demon-like figure. Да, это как огромный диск. Этот образ колеса жизни. И этот диск находится в руках демона, фигура как демон. So this disc, it's actually a mirror.
a mirror in which we can see our own minds. Но на самом деле это не диск, а зеркало. Зеркало, в которое мы можем видеть собственный ум. And the demon grasping the mirror is the demon of impermanence. И демон, который держит этот диск, это демон непостоянства. So in this image, we're actually seeing ourselves in the grasp of impermanence. Поэтому это образ себя, мы видим себя, и как нам держать это качество непостоянства. So at the center of the mirror, at the center of the disc, we see three animals: a cock, a snake, and a pig, circling round, biting each other's tails. В центре колеса есть три животных. Это петух, это змея и это свинка. И как-то они кружатся, и они каждый из них кусает хвост предыдущего животного. So they symbolize our greed, our hatred, and our ignorance, our delusion, feeding off each other. И как это символы того, наше страстное желание, наша ненависть и наше заблуждение, наше невидение. И как каждое качество кормит, скажем, усиливает другие качества. So the pig is the symbol of delusion, our sense of a fixed, unchanging self, standing at the center of the universe, and a delusion that we're constantly trying to protect and hold on to. Поэтому свинка – это образ того, как мы в состоянии невидения, заблуждения того, как мы стоим в центре Вселенной, как мы самые важные. И это заблуждение, это невидение, мы всегда стараемся защищать и держать как правду. So we grasp, we try to get hold of, appropriate to ourselves, whatever we think will just consolidate, strengthen that sense of a self, of myself, and give it pleasure, give it satisfaction. И мы хватаем, мы стараемся соединить в себе все, что можно сделать это чувство о себе сильнее. И все, что дает удовольствие к самости, такую самость. Все, что удовлетворяет эту самость. Все это мы хватаем, мы держим в себе. Это свинка. So this grasping, this greed is represented here by the cock. И это действие схватить на все, это страстное желание, образ этого, это петух. And then we push away or even try to destroy whatever threatens or undermines that sense of ourself. И мы всегда стараемся
оттолкнуть, даже разрушить все, что угрожает, что подаврать это чувство о себе, это чувство самости, то, что вредит наше чувство самости. So greed, hatred, ignorance, just feeding on each other, round and round, rolling down the ruts of habit like that cartwheel we met last week. Поэтому страшное желание, ненависть, невидение, заблуждение, они усиливают друг друга, они продолжают крутиться, круг за кругом продолжать. И это как карта, которая, это как повозка, которая едет по колеям на дороге, просто в одной направлении. So at the centre, the cock, pig, snake, and then in the next segments, we have a black segment with figures falling downwards and a white segment with figures rising upwards. Поэтому в центре петух, свинка, змея, страстное желание, ненависть, заблуждение. Ну, потом следующий часть диска, есть черная часть и белая часть. И люди падают, и люди поднимаются. So this represents the truth in those verses from the Dhammapada we heard last week. И это представляет истину, о которой мы слышали неделю назад. Эти строфы Дhammapada. Experiences are preceded by mind, led by mind, and produced by mind. If one speaks or acts with an impure mind, suffering follows, even as the cartwheel follows the hoof of the ox. Переживания предваряются умом, ведутся умом и создаются умом. Если никто говорит или действует с нечистым умом, страдание следует за ним, как колесо повозки следует за ногой быка, влекущего повозку. So this is the black segment with the unskillful actions just leading to suffering, to an ever falling downwards. Это черная часть диска. Это неискусственные действия, от которой мы просто падаем дальше и дальше, ниже и ниже. And then the other verse, experiences are preceded by mind, led by mind, and produced by mind. If one speaks or acts with a pure mind, happiness follows, like a shadow that never departs. И переживания предваряются умом, ведутся умом и создаются умом. Если никто говорит или действует с чистым умом, счастье следует за ним, как его тень. So this is the white segment with actions that are skillful,
motivated by kindness, love, generosity, and so on, leading upwards to ever greater happiness. Это белая часть. Искусные действия, мотивирующие любовью, добротой, щедростью, которые нам способствуют подниматься выше и выше. And so these two segments, they depict the endless ups and downs of the journey that our mind constantly takes us on. И эти две части, они обращают как-то бесконечное путешествие, которое наш ум нам ведет. Okay, then if we can come back to the larger image. Окей, давай вернемся к образ целым. So then next we have these 6 larger segments that we can see as states of mind and being that we constantly cycle through, constantly move through. И потом есть 6 сегментов, 6 частей. И это мы можем их считать как образы состояния ума, состояния существования, которыми мы постоянно, которыми постоянно существуем и изменяем друг от друга. And these states of mind, we can see ourselves as going through either in the course of lifetimes or just even in the course of just a single day, even a single hour, we can move through all these very different states of mind. И мы можем испытывать эти состояния ума через много жизней в один день. Даже мы можем испытывать все эти состояния сознания за час. So in the top segment, we see people enjoying pleasure and ease and happiness. Высшая часть – это люди, которые наслаждаются радостью, все наслаждаются всех видов удобства. So this is known as the realm of the gods. So yes, sometimes we're godlike. We just do, we dwell in just very easy, happy states of mind. Это сфера богов. И иногда мы как боги, мы находимся в очень приятной, легкой состоянии сознания, состоянии ума. And on the going round to the right, we see some very ugly men with swords and some very voluptuous women looking like Hollywood stars. И мы продолжаем направо, как двигаются руки часы. Есть как-то некрасивый, агрессивный мужчина с мяч в руках. И очень красивые женщины, как-то женщины, которые находятся в Холливуд. Они вместе. So this is the states of aggression
polarization, the realm of the Titans or the Asheras. Это состояние агрессии, поляризации. Это сфера титанов. Then on the left, there's just a ordinary human life. There's somebody painting, there's a monk, there's a family, there's somebody working. So, yeah, just people going about ordinary, everyday human life. И слева есть картина обычной жизни. Кто-то рисует что-нибудь, есть монах, есть семья. Люди как-то сделают то, что обычно сделают люди. Then going over to the right again, there's you can see horses and animals. So this is the animal realm. И справа еще раз, но чуть ниже, есть лошади, которые бегают. Это сфера животных. So this is the animal-like realm where one spends all one's time chasing after food and sex and comfort. Это сфера животных. То, что важно для них, это искать еду, искать секс, искать удобство. Over to the left again, we see these figures with huge stomachs and tiny mouths. И слева еще раз чуть ниже эти фигуры великие животных, с великими животами и очень маленькие роты. So this is the realm of the hungry ghosts or the praetors. Это сфера претов, это сфера голодных призраки. So this is the realm of addiction and craving, the realm of grasping that can never be satisfied. Это сфера страшного желания, это сфера зависимости. Такое желание, которое никогда не удовлетворяется. Но невозможно удовлетворить его. And at the bottom, the hell-like realm of intense misery, unbearable suffering. И ниже всего это ад, состояние интенсивного страдания. Интенсивное страдание. And I suspect that all of us probably had at least a glimpse of each of these realms in the course of our lives. И, скорее всего, я чувствую, что каждый из нас, даже, может быть, на проблеске, получили проблеск каждой сферы, колесо жизни в нашей жизни. And then around in the outer rim, there are 12 pictures that depict how the mind can just spin on and on, round and round, caught in an endless cycle, day after day, year after year, lifetime after lifetime. И как-то еще вокруг внешней части круга, скажем,
есть эти 12 картины, которые ображают как то, что испытывает наш ум. Эти 12 картины, это дает нам послание, что наш ум испытывает такие состояния постоянно. Это что-то, которое крутится бесконечно. Первый, второй, третий, 11, 12. Состояние потом начинается заново с первым. Это что-то бесконечное, которое мы испытываем. So it's like a chain that just spins round and round. Это как звено, которое просто продолжает двигаться. День Bit за like on a bike. днем, год за годом, жизнь за жизнью. Bit like on a bicycle. Как-то на велосипеде, когда мы... And the crucial teaching here is that of the gap. И самое важное учение здесь – это учение о промежуточной точке. The gap that we can open up with awareness between the links of the chain. Эта промежуточная точка мы можем открыть для себя посредством осознанности, с осознанностью, который дает промежуточные точки между звеньев. Yeah, so through awareness we can open up the possibility of choice, of a different way of being rather than being swept on round and round, caught up in our endless chains of thought. С осознанностью мы развиваем способность делать выбор. Выбрать свое направление. И не просто постоянно кружится колесо жизни. So yes, what's really important here is remembering there's in every moment there's the opportunity to open up that chain and make a choice, make a difference, begin to live differently. И то, что важнее всего, это вспоминание постоянно, что каждое мгновение у нас есть выбор. С осознанностью мы можем открывать промежуточную точку между этапами, между звеньев эти 12 картины. So we need to remember, but as human beings, we have a remarkable ability to forget. И надо вспомнить, что как люди у нас есть замечательный способ, чтобы что-то забывать. And being able to forget is very useful because there's a lot of things that are just best forgotten. They're just not worth remembering. И способность что-то забыть, это важно, это что-то полезное. Много разных подробностей в нашей жизни. Не стоит их поминать. Это хорошо, просто неважные детали их забыть. So yes, we can forget, we can lose sight of our deepest values and of what gives our life real meaning. Но также мы можем забывать то, что является самым ценностным, самым важным ценностью, то, что дает смысл
к нашей жизни. So we could say that the Buddhist tradition not only calls us to wake up, but offers us constant reminders to stay awake. Да. Поэтому можно сказать, что буддийская традиция дает нам не только этот великий крик, чтобы пробудиться, но вспоминание постоянно, чтобы не забыть об этом. So we've just been over some really basic Buddhist teaching. Поэтому вот эти как-то основы учения буддизма. So yes, it may be familiar. We all know the theory. И может быть, да, мы чувствуем, да, это знакомый, мы знаем эту теорию, конечно. But what are we doing about it? How are we actually living our life? Но что мы сделаем с этим? Как мы ведем свою жизнь? Это вопрос. I was reading a discussion this morning where Sangharakshita, our teacher, was saying Buddhism that is just theory, Buddhism that isn't put into practice, it's not really Buddhism at all. И только утром сегодня я почитал слова Сангхаракшиты, и он сказал, что буддизм, который исключительно теория, буддизм, который мы не практикуем, на самом деле это не является буддизмом. Okay, so let's just have a few minutes now to reflect on these teachings, reflect on this wake-up call of the Buddhist tradition, and just look at our responses to these teachings, these reminders, and how they might be speaking to us, what they might be asking us to do or not do. So let's just have a few minutes now, and then we can. What are we going to have? 3 minutes, 4 minutes? Savannah Vera, you're in charge now for the silence. I'd be happy with 4. Given Okay. the choice between. So you let us know after 4 minutes of reflection. Давай размышляем через 4 минуты. Как-то наши отклики, наши отклики, наши идеи, что мы можем сделать с этими учениями. Да, размышления о том, что мы слышали. И потом мы можем поделиться опытом. Окей. Это достаточно хорошо понятно? Да. Окей. Время размышления. Time to reflect. Да. Размышление 4 минуты.
Ну, да. Ну, ну, Когда вы чувствуете себя готовыми, откройте свои глаза. ну да, и получается, что я искал. Но то, чего. М. Мгм. 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 Ну да. From everyone in turn, just your about your reflections. Окей. Я слышно? Да. Окей. Если кто-то хочет поделиться размышлением. Дима. Okay, yeah, let's hear what you've got to say, Sergey.
Сергей. Да. Когда я размышлял, я вспомнил, когда я был студентом и как я искал себя в жизни. When I was reflecting, when I was a student, and how I was searching for myself in life. У меня было два в этом важных момента, как я думал тогда. There was two important moments, two important points. Первое. Я думал, что я должен что-то найти внутри себя, а потом реализовать это в жизни. The first was I thought I needed to find something in me internally and then realize it in everyday life, in life. И второй момент. Если я испытывал, занимаясь чем-то, какие-то негативные эмоции, я думал, что мне это не подходит. And if the second point, if I experienced any negative emotions, I thought this doesn't suit me. This isn't like me. И у меня ничего не получалось. Я прикладывал к этому очень много усилий и очень сильно от этого страдал. And nothing came of it. I put a lot of energy into it, and because of it, I suffered a lot. И уже сейчас я понимаю, что я тогда искал в себе неизменную самость. And now I understand that what I was searching for was an unchanging self. То есть я искал то, что найти невозможно. I was searching for something that I just couldn't find. И мне казалось, что у людей вокруг меня это есть, а у меня этого нет, и поэтому я мучился. And it seemed to me that that's something other people had, but I didn't, and that thought tormented me. Ну, и если бы тогда мне бы ту мудрость, которую я знаю сейчас, мне было бы, конечно же, легче. And if I had the wisdom then that I have now, of course, things would have been much easier. Это все, да. That's all. Thank you. Спасибо. 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 Dima, do you have any thoughts? Dima, у вас есть размышления? С удовольствием. With pleasure. Я хочу немножко дополнить рассказ мастера, учителя Саддхалоки. I'd like to fill out, I think, a few of the words of our master teacher Sаддхалока. Вот, о том, что этого известного учителя буддизма, про которого он рассказывал в начале лекции, звали Бодхидхарма. Учитель, учитель буддизма, про которого он рассказывал в начале лекции, это Бодхидхарма. Учитель, который, the teacher who gave, про которого он рассказывал в начале лекции, да, это Бодхидхарма. Yeah, the teacher that Sаддхалока was talking about was Bodhidharma. У нас на тренировке в Сюринзи Кэмпо эта история тоже как бы известна, она рассказывается. Вот. И я на одном из ретритов в Кракове
я с Саддхалокой общался на эту тему, у меня были вопросы, которые он рассматривал во время сегодняшней лекции. Okay. And it was a story that's was well known to us in Shinrinjo Kempo. It was a story that on retreat in Krakow and near Krakow, Sadhaloka and I discussed, and there was a question. Вот. Я хочу сказать, что прошло достаточно много времени с тех пор, но вот пожелание Бодхидхармы о том, что творить добро, не совершать зло и почти очищать свое сердце, это действительно пожелания очень мощные и работают в жизни. And a long time passed, and in a way you could say that the desire that Bodhidharma had was a very strong desire, powerful desire. Вот. Я работаю реабилитологом, массажистом и постоянно вот как бы оказывая людям помощь, то есть делая добро, не совершая зло в жизни. Ну, жизнь как-то меняет, она изменяется в положительную сторону, совсем другие ощущения вокруг. I work as a radiologist. I'm always trying to not do evil, cultivate the good, and it has an effect in the world around me. Меняется окружение вокруг, появляются какие-то новые люди, причем такое ощущение, что отсеиваются какие-то люди со слабой какой-то энергией, а на их место приходят люди более сильные духовно. Okay. The circle of people around me is changing, is constantly changing. A sense that maybe I think in the past there was a sense of weaker people. Now that there's a sense of stronger people and a strong spirituality. Мне это доставляет огромное удовольствие вот жить по этому принципу. Он уже какое-то время у меня в жизни работает. Okay, so it gives me great satisfaction to live by this principle. I have a sense that it works in my life. Thank you. Okay. Поэтому Саддхалоке огромная благодарность за этот совет, эту лекцию, которую он мне дал тогда в Кракове. Ну, действительно пригодилось. Okay. Спасибо. So a great amount of gratitude to Sаддхалока for the lecture that you gave in Krakow. Пригодилось. Пригодилось. Принял в жизнь, помогает. Yeah, it helped. It helped my life a lot. Yeah. Good, thank you. Хорошо, спасибо. Do you want to say anything, Katya? Катя, ты хочешь что-то сказать? Саддхалока, я очень болею, себя плохо чувствую. Я Okay. действительно сейчас сильно больна, поэтому не могу пока практиковать в полную силу. Я очень буду стараться. Yeah, I'm a bit ill, kind of feeling of illness or not very good feelings. Not in good condition, maybe you could paraphrase. So
So I think that was I enough. hope you feel better soon. Надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше быстро. Спасибо большое вам. Okay, thank you. Do you have any thoughts, Savannah Vera? У меня есть размышления, Savannah Vera. Yes, the strongest thought, or the point that I liked the most, was about forgetting and remembering. Размышление, которое мне трогало больше всего, которое мне нравилось больше всего, это про забывание и что-то помнить. Я помнил, когда я начал практиковать буддизм, это как я начал высоким уровнем, потом постепенно что-то меньше и меньше и меньше. It was like I remembered when I started it, I started at quite a high level and then it kind of got less and less and less. Да, это как процесс, который что-то я как-то забыл то, что я сделал, и потом, да, и забыли, начали. Какой такой процесс. И иногда я чувствую, да, я старался это сделать как-то 30 лет назад, и как-то когда-то я перестал попробовать ведет себя на уровень ума. Такие размышления, вспоминания. Как раз я чувствовал себя утром. Например, just the process of sort of over the years, sort of letting certain things go and then picking yourself up and letting them go and picking yourself up. And just this morning or afternoon, I was thinking, oh yeah, I remember I used to practice this particular aspect of working with my mind 30 years ago, and it kind of just sort of faded a bit from view, and then it kind of comes back again. Да, поэтому это самые сильные размышления, которые возникли у меня во время лекции. That was the strongest reflection that came up during the lecture. Yeah. There's I think a lovely image for that that I heard once in a talk where somebody spoke of the sun of our inspiration just gradually sinking below the horizon, and we don't even notice that it's gone until something happens and maybe the sun rises again. We realize what's been missing in our life. Да, это как очень красивый образ, который я слышал в лекции. Кто-то сказал, это как солнце вдохновение, и как-то солнце ниже. И даже мы почти не заметили, но нет солнца. И потом закат, и солнце появляется еще раз, и мы чувствуем, да, это то, что я потерял, и это у меня есть еще раз. Это дает что-то хорошего опять в жизни. So I don't know if we mentioned this last week, because I've been having discussions with a couple of other different groups this last week, but a theme for me has been the little things. Да, я не вспомню, если я говорил об этом неделю назад. У меня есть разные группы, которые я обсуждаю темы. Yeah, just the importance of noticing the little things, the small selfishnesses or unkindnesses or whatever, just catching those, not thinking, they don't matter, it's only a little thing, don't bother, but actually catching those little things can really lead us, I think, to
quite big changes. Да, это как маленькие вещи, маленькие действия. И можно заметить, что как-то маленькие действия эгоизма, маленькие действия ненависти. И просто заметить, мы так поступаем. И заметить, и если мы... Это не то, что думать, что это не важно. Да, это важно. Это что-то маленькое. Может быть, мы чувствуем незначительно, но если мы продолжаем практиковать, обращать внимание, чтобы хорошо практикуем с этим, может значительные изменения может возникать из-за этого, благодаря этому. So, any questions or thoughts people would like to share these last minutes of the meeting? Поэтому, если есть вопросы, еще размышления, которые вы хотите задавать, поделить в последних минутах нашего занятия. Сергей, I да? have a question. У меня есть вопрос. У меня вопрос по той части колеса жизни, которая состоит из 6 частей. I have a question about the part of the wheel of life that's made up of 6 segments. Саддхалока рассказывал, что их можно воспринимать как символы наших состояний. Sадhaloka said we could take it as a symbol of our state. Но возможно... Сейчас. Я читал, что вот эти 6 миров представляют собой буддийскую картину мира. But I read that these 6 spheres represent Buddhist conception of the world. То есть мой вопрос в чем? Возможно ли другая интерпретация этих 6 миров, чем просто как психологических, как наших состояний? Is there another way? This is my question. Is there another way to look at these 6 realms other than just our psychological states? Well, there is the Buddhist understanding that through our mental states we create a world. Есть понимание в буддизме, что через наши состояния, ментальные состояния, мы создаем мир вокруг нас. And we see how some people create around themselves, a world of real kindness or friendliness, that extends beyond them. It is a world that they live in. И мы видим, как есть люди, которые создают вокруг им как-то мир доброты, мир любви, теплый мир. И это мир, который они живут. So yes, other people create a world of suffering, misery, of craving. И другие создают вокруг их мир страдания, мир страстного желания. Да. And if we look around the world, we can see there are hells. Even within this human realm, there are places that are like hell because of the misery and suffering there. And there are places which are like the realm of the hungry ghosts because people are just consumed by their addictions and endless craving. There's a whole world that people are in. It's not just an individual state of mind. There's a world that's grown up around them and that they share in with others. И если мы
видим вокруг нас мире, есть место, которое, да, это ад, это место, где люди живут и испытывают огромное страдание. So there's all Есть место, these different levels just of the up to the ways in 100 which we can understand these realms. есть сферы голодных призраки, мире, где люди постоянно что-то желают. Поэтому есть таким способом, по которым мы можем понять эти сферы колесо жизни. So there's just a psychological level. We can be in a hell realm and surrounded by beauty and people who are very happy, but we are in a hell realm just in our own state of mind. Это можно понять это на психологическом смысле. Мы чувствуем себя в ад, мы в адском состоянии, несмотря на то, что вокруг нас есть очень много красивого, теплых людей и так далее. Then there's the understanding that we actually create worlds within this human world. We create worlds that are like hells or like heavens, or just like animal realms. We create those within this human world, but they're actually worlds that we can live in. Да, есть понимание, что даже в сфере людей мы создаем разные сферы в сфере людей. В сфере людей в ад, в сфере богов, в сфере людей, которые живут как животные и так далее. Yeah. And then there's also another level again where traditionally it's understood that just the momentum of a certain sort of mental state can lead us to be reborn into an actual world that is hell-like or animal-like or human, we can be reborn in one of these realms. The thing with all these realms is they don't last. They're constantly arising and passing in dependence on conditions. Whatever level we understand them at, they're constantly arising and passing. Да, есть понятие, что если у нас сильные энергии, чтобы сильная способность живать в одной из этих сфер, мы можем перерождаться в этой сфере после смерти. Поэтому это так сильно влияет на то, что происходит в будущем. Но тем не менее, есть понятие, что эти состояния, они постоянно изменяются. Исчезает одно, возникает другое. Да. Да, все, я понял. Okay, I understood. Thank you. Got it. Thank you. Да, это статичное мир меняется. Да. So it's interesting to ask, what sort of realm do we live in day by day? And what sort of realm are we creating around us day by day? Да. Это интересный вопрос для нас. Какую сферу я создаю днем за днем для себя? В какой сфере я живу? Да. Yeah. Ну да, хороший вопрос. Да, на работе я немножко. Good reply. Ну да.
So any more thoughts or questions? Еще, если есть размышления или вопросы. So we'll have one more session next week. And Okay. yeah, I think we're going to try and look at these teachings in just a very practical way next time. Okay. Just look at states of mind, states of being we live with and that we can work with. Okay. Есть еще одно занятие через неделю, и мы будем очень практически рассматривать эти учения, рассматривать, в каких состояниях мы находимся и как работать с этим, что мы можем сделать с этими состояниями. Вот через неделю. So we're going to look at things like forgiveness, generosity, very practical things. Практически примеры щедрость дана и способность прощать кого-то для чего-то. Прощение. Good. Окей. Спасибо большое, Саддхалока. Thank you very much, Sadaluka. Большое Good. And see you next week. Увидимся через неделю тогда. Okay. Goodbye. Bye for now. Okay. Спасибо Goodbye. большое.